рассказывать про процесс публикации в апсорсе, продуктах, написанных на Dynamics 365 for Finance and Operations. На этой неделе появилось решение локализации на апсорсе для Украины в системе. Ссылочка будет в описании к видео и в конце этой презентации. Перед тем, как начать, я хочу уточнить, что данный Smart Talks рассчитан на то, что его слушатели уже знакомы с тем, как стать Cloud Marketplace паблишером. Если не знакомы, то, опять же таки, в конце презентации будет ссылочка на документацию Microsoft по поводу того, как это сделать. И также важно понимать разницу между магазином Microsoft, AppSource и Azure Marketplace, по крайней мере, в вопросе того, что AppSource рассчитан на продукты и на бизнес-пользователей, которые рассчитывают приобрести какой-то продукт для улучшения своих бизнес-процессов. А Marketplace в Azure рассчитан больше на IT-профессионалов и разработчиков, которые подключают себе какие-то инструменты для ведения их разработки. Сегодня мы рассмотрим вопросы того, какие этапы необходимо пройти для того, чтобы у нас произошла публикация нашего продукта в AppSource. Рассмотрим, какие необходимо подключить артефакты к нашему решению. И проговорим про то, как проходит процесс валидации в Microsoft и на что стоит обратить внимание. Итак, workflow у нас следующий. По опыту сразу сможем сказать, что изначально сразу создавайте план для всех своих кастомизаций, которые будете делать на этот продукт с описанием того, что будет входить в первоначальную версию релиза, какие будут продуманы бизнес-сценарии, потому что их необходимо будет выготавливать, вытачивать и показывать Microsoft. После того, как мы определились с планом, мы создаем dev-проект в LCS для нашего солюшена. Именно dev-проект, в который будут вести все наши разработки, к которым мы будем подключать Azure VSTS портал, Azure DevOps портал сейчас. И который мы еще не будем представлять Microsoft уже при конечной публикации. Это наш dev-проект, в котором мы разворачиваем все необходимые нам вещи. Для всех продуктов Dynamics 365 for Finance and Operations необходим LCS-проект, потому что к нему мы прикрепляем все артефакты, которые будут в дальнейшем рассматриваться Microsoft, и в нем ведется вся разработка. После того, как мы создали LCS-проект, и мы провели всю нашу разработку, мы создаем LCS-проект уже для публикации, в котором будет не развернут Golden Environment, это чистый environment на последней платформе Microsoft, на котором мы будем демонстрировать, что, разворачивая наше решение, у нас не появляется никаких issue, у нас загружаются данные, у нас происходят транзакции. После того, как мы создали LCS Publish Project, мы в нем разворачиваем Solution Package, привязанный к этому проекту, куда мы будем складывать все необходимые нам артефакты. И переносим код с нашего Dev Environment на проект публикации. Затем мы генерируем Car Report, я в дальнейшем расскажу, что это. Если вкратце, это отчет, по которому Microsoft понимает, как написан код на этом приложении, которое мы выкатываем на AppSource. Он понимает, сколько там issue, какие были модификации сделаны, и какие best practices и прочие вещи. Также мы создаем Data Entity в нашем проекте, который мы также будем загружать и представлять Microsoft, потому что в восьмерке, в семерке и в дальнейшем в апреле уже выйдет десятки. Все операции обмена данными происходят в основном через Data Entity. Мы должны продумать на первом этапе и на этапе BPM записать наши бизнес-процессы, используя встроенный механизм Task Recorder, который создает нам AXTR-файлы, которые мы можем затем использовать в качестве воспроизведения каких-то бизнес-процессов и построения бизнес-моделей и диаграммы действий. После того, как мы собрали все LCS-артефакты, мы публикуем LCS-проект, переходим в Cloud-портал, создаем там новый оффер, к которому подключаем наш LCS-проект,
заполняем всю необходимую маркетинговую информацию, проходим валидацию Microsoft, и после того, как мы прошли валидацию Microsoft, они присылают нам превью, который мы валидируем, и после этого мы выходим в лайв. Основные артефакты, которые необходимы Microsoft, это, как я уже сказал ранее, CAR-репорт для определения того, как качественно соответствует ли модификации нашего продукта стандартам Microsoft. Это тестовые скрипты или бизнес-процессы, модели бизнес-процессов. Обязательное требование – это описание проекта. Также необходимо добавить бэкап базы данных чистой, без наших модификаций, и затем с нашими модификациями и первичными данными, для того, чтобы с этим бэкапом могли Microsoft потом деплоить клиентам, которые хотят попробовать это решение у себя. Выбрать методологию в LCS-проекте. Методология, там тоже детально описана документация, которая существует, которая привязана к последнему слайду. И в рамках этой методологии описаны те шаги, которые необходимо проходить в рамках LCS-проекта для того, чтобы реализовать наш проект. Это deployable package или бинарники, которые необходимы для того, чтобы мы не поставляем модельками или отдельными проектами код нашего продукта клиенту, мы поставляем его бинарниками или deployable пакеджами. Сами модельки с кодом, это могут быть как модельки самого кода, это также могут быть модельки тестов. И маркетинговые вещи, в том числе и license agreement, в том числе и privacy контенты. Что такое CAR-репорт и как его генерировать? Как я уже сказал, опять же таки, ранее, CAR-репорт — это отчет по поводу для того, чтобы Microsoft понимал, что все разработки в этом проекте сделаны согласно их нормативам. Создается он следующим образом. Вот наша dev-среда, на которой мы делаем разработку нашего продукта, или наш Golden Environment, на котором уже представлен наш продукт, который загружен туда deployable пакеджами. И мы прописываем следующую строку, где мы вызываем созданный... не видно экрана. Сейчас давайте попробуем сделать чуть-чуть по-другому. Сейчас 2 секунды, я просто задублирую, чтобы не терялось разрешение, чтобы я четко был уверен в том, что вы видите то же самое, что вижу я. Так видно, да? Итак, в этой командной строке мы указываем, что мы вызываем механизм, встроенный механизм Microsoft, который поставляется с dev-машинками, если мы тоже разворачиваим их в рамках LCS проекта, где указываем, что путь к нашим метаданным, путь к лог-файлу и в какой модуль мы проверяем на вот этим вот механизмом CAR, и куда складываем итоговый результат. Сейчас я удалю предыдущее, чтобы вы видели, как это происходит. То есть машинка, она является стандартной, развернутой Microsoft в рамках LCS проекта по подвязанному Azure коннектору. Все, то есть тут у нас ничего нет. Происходит валидация. Обрабатываются элементы. Все, он сгенерировался. Генерируется достаточно быстро. Намного быстрее, чем компиляция или синхронизация. И первая страничка, на которую смотрит Microsoft, это issue list. Для того, чтобы наш продукт прошел валидацию от Microsoft, у нас не должно быть ни одного
issue. При этом у нас могут быть best practices какие-то, но опять же таки, есть разные стадии проверки и коммуникации с Microsoft, при которых они могут делать код-ревью, могут не делать код-ревью. И иногда бывает такое, что они спрашивают по поводу, а почему у вас в продукте есть best practice warnings? Поэтому необходимо тоже, если вы не можете пофиксить БП, необходимо рассказывать Microsoft и dev-команде Microsoft, почему мы не можем их пофиксить, и согласовывать это с ними. Ну и вот она отображает все составляющие модельки. Но, еще раз повторюсь, главное, это чтобы в issue-листе не было ни одного issue. Это чуть дальше. Переходим к набору артефактов, которые необходимо прикладывать к LCS-проекту. Когда мы создали LCS-проект, у нас появляется менюшка в LCS Solution Management. И когда мы говорим о том, что мы в рамках этого проекта генерим артефакты для какого-то нашего продукта, мы создаем новый solution. Solution создается изначально в рамках этого проекта, поэтому необходимо иметь LCS-проект для нашего Gold Environment. У нас 174-й SmartTalks, не 178-й. Да, спасибо. Все описание необходимо прописывать в HTML-формате, то есть не просто там сам description писать. А выносить его в определенные теги с расшифровкой, с хидрами, со всеми этими вещами, потому что затем в автоматическом режиме этот description переводится Microsoft считывается HTML-кодировкой. Поэтому при всех публикациях, если у вас description написан в текстовом виде, вас попросят его перевести в HTML. Выбираем методологию. Затем в процессе эту методологию можно менять, но для того, чтобы реализовать какой-то продукт, мы выбираем implementation методологию. Выбираем наш продукт и выбираем индустрию, в рамках которого делается наш продукт. После того, как мы создали Solution Package, у нас появляется наш набор требований, которые нам необходимо заполнить. Не все из этого списка обязательные элементы, но обязательные я уже назвал ранее, сейчас мы по ним пройдемся еще раз. Первое — это моделька. Модельку мы можем грузить разными способами, но это тоже берется определенная моделька, то есть мы выгружаем ее из нашей dev-машинки, либо из нашего Golden Environment, где представлен наш продукт. Дальше идет Software Deployable Package. Это тот пакет. Да. В каком виде выгружается моделька? Моделька выгружается в стандартном виде, то есть это либо... Сейчас я покажу. Вот подобно тому, как у нас есть предложены... Тут еще один момент, сейчас скажу. Подобно тому, как у нас предложены в Available Assets модельки в LCS-проекте, вот в точно таком же виде и надо выкладывать и генерировать их для проекта. Когда мы добавляем элементы к этому Solution Package, то они все вытягиваются из нашего ассета. И вот тут было очень важное упоминание того, в рамках чего шерится этот продукт и почему нам нужен LCS-проект, потому что к этому LCS-проекту у нас привязан Asset Library, куда мы выкладываем какие-то наши артефакты. И затем все вот эти вот артефакты, которые приложены к этому проекту, и глобальные мы можем использовать в рамках Solution Package, который будет затем публиковаться. То есть если у нас, например, у нас есть Database Backup, вот тут мы его захотим добавить,
то вот в рамках этого проекта у нас есть этот database, backup. Software Deployable Package генерируется стандартными средствами Microsoft через Dynamics 365 Create Deployment Package. Не то же самое. Мы выбираем пакет и, соответственно, выбираем Package File Location. Он достаточно долго будет грузиться, ну, так, несколько минут. Я не хочу сейчас затягивать, останавливаться на этом, но, то есть, несложно. Мы его просто затягиваем потом себе и загружаем в Asset Library вот сюда, в Software Deployable Package. И затем можем его использовать в рамках нашего solution. Также мы можем использовать, сейчас отобразится, и те артефакты, которые находятся в рамках глобального скопа. То есть если Microsoft выложил какой-то артефакт, то мы его тоже можем прикладывать к нашему solution. Но вот и пишется в рамках проекта, в рамках глобала. Опять же таки, мы не можем увидеть те артефакты, которые добавлены в рамках какого-то другого проекта. Поэтому нам необходимо, чтобы в рамках нашего проекта, в рамках которого мы разрабатываем наш продукт, были необходимые артефакты. Также можно добавлять jar-конфигурации, которые в автоматическом режиме подтягиваются, добавляются к нашему продукту. Подробнее про jar сегодня расскажет нам Олег. Как я уже сказал ранее, необходимо добавить database бэкапы. Первый — это чистого golden environment, который мы развернули, без наших доработок. И второй — это с нашими доработками, с нашей структурой таблиц данных, в которые добавлены необходимые первичные данные для того, чтобы наше решение работало. То есть это какие-то настройки, это какие-то дополнительные первичные данные для транзакций. Power BI. На BPM и Process Data Package я сейчас остановлюсь чуть глубже, чуть подробнее, точнее, расскажу. Также еще добавляется обязательный элемент всех продуктов. Это Software License Agreement и политика безопасности. Причем, что добавляются они в качестве ссылки и на клауд-портале, не на клауд-портале, на апсорсе они и выглядят как ссылки. Вот наш License Agreement и Privacy, которые добавлены в рамках LCS проекта. Итак, BPM-артефакты и Process Data Package. Как я уже сказал ранее, BPM нам необходимы для того, чтобы мы могли моделировать средствами LCS бизнес-процессы, которые происходят, которые можно реализовывать с помощью нашего продукта. Process Data Package — это дата-пэкэджи, которые необходимы для тех или иных процессов. Как создаются и добавляются BPM-артефакты? Опять же таки, в рамках проекта у нас существует менюшка бизнес-процесс моделер. В этой менюшке доступны, как и во всех других asset library'ах, у нас доступны глобальные workflow Microsoft. Это, как и кто знает, раньше это были APQC, которые мы можем просматривать. Кому интересно, он может там посмотреть на своем LCS-проекте, какие существуют стандартные. И если нам необходимо добавить новую библиотеку бизнес-процессов, мы просто заходим в рамках проекта и создаем новую. Затем мы добавляем какие-то процессы, добавляем как родители, добавляем как дочерние бизнес-процессы, чтобы делать иерархию процессов. Как это выглядит, я сейчас покажу чуть позже. И загружаем вот те самые AXTR файлы, которые генерируются task-рекордером во время того, как мы пробегаемся по бизнес-процессам с помощью task-рекордера.
То есть после заполнения выглядит это приблизительно следующим образом. Когда у нас есть core бизнес-процессы, вот этот вот значок обозначает, что у них есть связанные дата-пэкэджи, о которой я сейчас расскажу дополнительно, и мы можем настраивать иерархию всех вот этих вот бизнес-процессов. Да, вот в ревьюях это опять же таки в solution management выставляется solution approver. Добавляются они не по name convention, а по настоящему имени, который подтягивает имейлы. Подтягиваются пользователи, которые привязаны к проекту, соответственно. Они добавляются, и они могут уже аппрувить. Это не Microsoft. Microsoft, где вступает Microsoft, я расскажу сейчас чуть позже. Сейчас мы уже закончим с артефактами. Также сюда добавляется логотип компании в PNG-виде. По поводу Process Data Packages. У нас есть Data Packages. Это те наши Data Entity, это пакеты данных, которые сгенерированы стандартным DMF, которые необходимо загружать для того, чтобы, которыми необходимо пользоваться для того, чтобы загрузить какие-то данные для нашего продукта. И если у нас какие-то специфические бизнес-процессы завязаны на этих дата-пэкэджах, то в рамках вот этого library появляются Process Data Packages. Как они создаются? Опять же таки, переходя в Asset Library, все изначально необходимо добавлять в Asset Library, а потом какие-то куски из этого ассета добавлять уже непосредственно в наш Solution Package. Мы заходим в Asset Library. Говорим, какие бизнес-процессы мы используем, какую библиотеку бизнес-процессов мы используем. Выбираем тут пакеты. Ну, они сейчас тут не отображаются, потому что не привязано к этому проекту ни одного дата-пэкэджа. Но дальше мы выбираем пакеты. Пустит он нас дальше или нет? Не пустит. Ну, я понимаю, что next, но... Вот появляются все наши пакеты данных, которые необходимо подгружать к нашему проекту, которые мы подгружаем в Asset Library к нашему проекту. Дальше мы добавляем зависимости, если у нас какие-то пакеты не могут загружаться до того, как будут загружены первые. И ассоциируем бизнес-процессы с этими пакетами. После того, как все артефакты проекта собраны, необходимо его опубликовать. И во время публикации мы можем выбрать, кому будет доступны набор артефактов из этого проекта. Если мы сделаем в рамках организации, то тогда любой человек, который использует, который даже не привязан к этому проекту, как пользователь, он будет видеть, если он принадлежит этой организации, он будет видеть этот solution package. А организация у нас вот тут вот указана в нашем логине текущем. После того, как мы опубликовали, то есть, да. Да, global это так, что будут видеть другие. Ты знаешь, я еще не пробовал. Вопрос был по поводу того, в Global это уходит ли всем глобально или нет, и проходит ли оно какую-то валидацию. Да, проходит глобально, валидацию еще не пробовал. После того, как мы опубликовали, даже не так.
Когда мы, то есть опубликованные вот эти вот solution пакеджи в рамках организации уже видны даже не из скопа проектов. То есть когда мы на нашей главной страничке LCS находимся, мы тоже можем просматривать solution management, и мы увидим тут именно те, которые привязаны к нашей организации. И вот когда мы и опубликовали какой-то наш LCS-проект, у нас появляется Solution Identifier, который затем и используется в нашем оффере в качестве связи с LCS-проектом. Что такое оффер и Cloud Partner портал? Все коммуникации с Microsoft и наше желание публиковаться происходит через Cloud Partner портал. Когда мы хотим опубликовать новое решение, мы делаем New Offer, выбираем продукт, в данном случае у нас будет операции, указываем его наименование. Наименование будет затем отображаться в адресной строке, поэтому оно должно быть до 50 символов и не содержать, и может содержать только вот lowercase, alphanumeric, тире и андерскоры. И вот оно затем будет в адресной строке нашей использоваться. То есть я сейчас еще задублирую, покажу, как это происходит на готовой среде. Publisher ID у нас привязывается к нашему логину. Он также отображается в адресной строке готового продукта. И наименование для продукта, просто чтобы мы понимали, о чем, наименование продукта. Вот этот вот Solution Identifier сюда мы добавляем вот тот, который сгенерировался LCS. Дальше мы добавляем Car Report. И формально очень часто так бывает, что Microsoft хватает только его для того, чтобы проверить, что наш код подходит под стандарты разработки Microsoft. Выбираем, отвечаем на вопросы по стандартной анкете. Product version либо 12, либо новый accepted, потому что 7, 8, 10 и пошло дальше. Также есть возможность публиковать продукты в качестве с опцией Contact Me, когда клиент только зашел на продукт, он ему понравился по описанию и хочет связаться с организацией, которая выложила продукт, чтобы договариваться о каких-то поставках, тестированиях предложений. Есть опция Trial, о которой я, наверное, расскажу в рамках другого Smart Talks. И есть опция на Dynamics 365 for Operations. Приходите сначала предложение, запись полчаса прошло, и надо было стопать. Хорошо. О чем я говорил? Есть 3 опции публикации продуктов на апсорсе. Это Contact Me, когда клиенты связываются с партнером, который выложил свой продукт на апсорс. Это trial-версия, где клиент заходит на какой-то environment и пробует пробует, как работает этот продукт. И есть еще один вот тест-драйв, но он недоступен в Dynamics 365, и там мои коллеги по другим направлениям подробнее про него расскажут. И вот тут мы указываем необходимые артефакты для маркетинга, для нашего продукта, которые будут отображаться на главной страничке. Опять же таки, все эти вещи должны быть в HTML формате, соответственно, поддерживают всю маркап-кодировку и обрабатываются уже непосредственно при публикации. Выбираем индустрии, выбираем категории, по которым будет затем проходить фильтрация в нашем апсорсе, по которой смогут нас находить пользователи. Да, вот, еще доступен UpType Free, когда мы просто можем ставьте наш продукт, а дальше там за счет рекламы будет монетизация. Из обязательных еще они просят логотипы, скрины и документации, которые привязаны к проекту, к продукту. Опять же таки privacy, terms of use, которые тоже отображаются вот тут у нас.
То есть все вот эти вот вещи, которые мы указываем тут, они будут отображены на нашей страничке. Вот тут указаны все наши категории, наши индустрии при поиске приложения. Мы указываем, по каким индустриям хотим искать наш продукт. Соответственно, если мы хотим, чтобы клиенты находили наш продукт, то тогда мы указываем соответствующие, должны продумывать, делая сегментацию рынка, должны продумывать, кому нужен этот продукт, кто его чаще будет искать. И какие-то дополнительные еще ссылки на инструкции, которые скачиваются, выкладываются в Ажур и выкладываются самим Microsoft в Ажур и скачиваются каждым пользователем, который видит наш продукт. Пару слов еще скажу про валидации, по процессу валидации, как проходят митинги с Microsoft. То есть, когда мы опубликовали наше решение, заполнили все вот эти необходимые данные, мы нажимаем Publish, и мы становимся в очередь на ревью Microsoft. У Microsoft появляется упоминание о том, что мы хотим опубликоваться, и они начинают назначать нам встречу. Первая встреча — это происходит initial meeting, когда они проверяют наполненность всех артефактов. Они проверяют все вот эти вот моменты, которые мы с вами проговорили в LCS, они проверяют, что description заполнен, они проверяют, что в HTML формате, и проверяют заполненность клауд-портала. Опять же таки, все вот эти вот вещи, которые мы проговорили. Если что-то не подходит или что-то вот маленькое, что необходимо доработать, они говорят о том, что, ребят, к следующему final митингу поправьте, пожалуйста, вот это. Если модификации какие-то глобальные, они могут сказать, что необходимо новый initial meeting, который назначит на какую-то следующую дату. То есть, как минимум, всегда проходит два митинга. Это initial meeting, на котором проверяют наполненность всех артефактов, и final meeting. Бывает еще технический митинг, где делают код-ревью самого кода. Показывают, рассказывают, показывают, задают вопросы, и на них должны отвечать. При этом initial митинге они также очень сильно смотрят бизнес-процессы. Бизнес-процессы — это одно из главных вообще, вот, по крайней мере, в продуктах Dynamics 365 for Finance and Operations. Это главное, на что смотрят команда ревью Microsoft. На Final Review уже происходит непосредственно само демо. И это демо включает в себя, по крайней мере, прогон всех бизнес-процессов, которые мы продемонстрировали, которые мы указали в LCS-проекте, так что они у нас работают. В основном они хотят удостовериться, что транзакционные данные, которые указаны точнее, с теми данными, которые есть на Golden Environment, получаются какие-то транзакции, которые предусмотрены этим продуктом. Также они говорят о том, что вот возьмите вот какую-то data entity, выгрузите ее из системы, поменяйте в ней какие-то данные и загрузите ее обратно и продемонстрируйте нам, что данные поменялись, что не происходит никаких issue и что клиент может этим пользоваться. То есть на этом как бы процесс валидации. То есть еще раз, основные моменты, по которым проходит Microsoft, это CAR, это наполнение LCS Solution, это наполнение маркетинга на клауд-портале, это то, что стандартный environment поддерживает наш разработанный код и не генерит никаких issue, проверяет то, что данные могут импортироваться, экспортироваться, и их хватает для изначальной конфигурации, и проверяет демонстрации. Сейчас Microsoft делает большие релизы осенью и весной. У них сейчас вот такая политика. И после каждого релиза есть 8 недель для того, чтобы проапгрейдить свой код согласно вот этим изменениям на основной платформе Axapta. И таким образом они поддерживают актуальность всех этих приложений, и формально фильтруют вот те приложения, у которых нет Product Lifecycle. На этом все. В полезных ссылках, как я обещал, ссылка на локализацию для Украины в рамках AppSource. Это документация по Azure Marketplace, где детально расписано все то, что я сегодня рассказывал в текстовом формате от Microsoft. Как стать Cloud Marketplace паблишером, если вы хотите заниматься публикацией продукта в AppSource. И сравнение AppSource и Azure Marketplace.
ссылки на наши все ресурсы. Спасибо, что пришли. Мы вас любим. Тут где-то должен был еще слайд вопросов и ответов. Так что задавайте.